Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня 1 мая и праздничный день во Франции. И я вас приглашаю вместе со мной на прогулку по Парижу 1 мая. 1 мая в Париже, не только в Париже, но в крупных городах Франции проходят различные демонстрации и манифестации. И в Париже чаще всего 1 мая демонстрации проходят вот здесь. Сейчас около 10 утра, а демонстрация начнется в 14:00. Народ собирается здесь и потом пешком идут до площади Бастилии и от площади Бастилии на площадь Нации. Продают ландыши на площади Республики, и вот там уже какая-то демонстрация, манифестация проходит. Лозунги самые разные, под самыми разными лозунгами, причем эти демонстрации могут проходить не только на площади Республики, но и возле оперного театра в разных кварталах Парижа. Un brin de muguet. Ah 2 €? Ok. Quelle odeur. Ça sent bon. Ну, площадь Республики. Вот теперь здесь так. Много нищих. Станция метро Тампле. Да, вот здесь тоже продают ландыши. Это уже Красный Крест. И уже утром полицейские машины в ожидании демонстрантов. 1 мая праздничный день, и все магазины закрыты в этот день. Почему? Потому что именно 1 мая за работу в этот день работодатели должны платить двойную зарплату. Поэтому обычно 1 мая большинство магазинов закрыты, рестораны открыты. Тот, кто смотрел мое видео о рынках уличных, то, может быть, вспомнит, я показывала рынок красных детей. И вот как раз я в этом квартале сейчас нахожусь. Ну, как видите, овощные магазины открыты, продовольственный там магазин был тоже открыт. И я хочу пройти как раз через квартал Маре, бывшее болото, и дальше выйдем к оперному театру. А вот тоже продают, видите, ландыши. Это рынок красных детей, Le Marché des Enfants Rouges. Работает, все открыто. Продовольственный рынок и ресторанчики. Почему 1 мая продают во Франции ландыши и дарят французы друг другу ландыши с пожеланием счастья, я вам расскажу в конце видео, но могу сказать такую цифру. В прошлом году за 1 мая французы купили ландышей на 19 миллионов евро. Хорошая булочная очередь за багетом или круассаном утром. Обычно по витринам уже сразу видно, что это хорошие булочные. Матча был очень даже неплохой. Теперь можно продолжить прогулку. И сейчас выйдем на площадь Вагезов. Кафе, рестораны 1 мая, естественно, открыты. Вот она, площадь Вагезов, одна из самых старых площадей. Я иду по пассажам 17 века, начала 17 века. Здесь очень много художественных галерей. Сегодня 1 мая закрыто, естественно. Цветут каштаны. Очень красивое время года в Париже в начале, вообще конец апреля, вторая половина, с 15 апреля примерно, и до 15 мая. Самое красивое время года, это мое личное мнение. Вот так выглядит улица Риволи 1 мая. Эта улица соединяет площадь Бастилии и площадь Согласия. Это герцог Сюли, дюк де Сюли. Это был министр Генриха IV. Это особняк Сюли. Герцог Сюли построил для себя этот особняк в конце 16-го, начале 17 века.
Вот букетики самые разные. Просто букетик 2 евро, если в горшке с землей, то это 7 или 8 евро. Здесь вот 8 евро, например, продают. Этот дом очень долго реставрировали. И, наконец, работы закончены. Знаете, как интересно. Уже первую черешню продают. Сезон спаржи. Самое время. Я люблю белую спаржу. А вы? 1 мая – это единственный день в году, когда любой француз может продавать ландыши и не платить с этого налоги. А дальше я вам покажу деревню Сен-Поль, один из старинных кварталов Парижа 15-16 века. Смотрите, выложено деревом, дубовое дерево. В деревне Сен-Поль очень много антикварных магазинчиков, самых разнообразных, на улице Сен-Поль. Но, естественно, 1 мая, выходной день, все закрыто. Какой он толстенький. По-русски говорят кис-кис-кис, а по-французски говорят мину-мину-мину-мину. Мину-мину-мину. О, симпатичный интерьер, кстати. Bonjour. Ой. Вот такие сценки можно наблюдать в Париже рано утром. А это без комментариев. Без комментариев. Вот. А что касается букинистов, вот сейчас только спросила у букиниста, закроют ли эти... Ну, естественно, что это закроют магазинчики на время Олимпиады, но, по крайней мере, коробки убирать не будут, по крайней мере, пока. Макрон сказал, что нет, оставим, демонтировать ничего не будем. Ça fait peur. Палаток очень много. Сколько палаток? Ну, скоро, наверное, их отвезут в Орлеан или еще куда-нибудь, потому что возят мигрантов в разные города Франции. Батомуши, корабли-мухи по-прежнему летают по Сене. А это Батобус. И он делает несколько остановок. Жардин де Плант, Отель де Виль. Здесь Отель де Виль. Сейчас посмотрим, сколько стоит билет. Один пас, 9 остановок. На один день 23 евро. Для взрослого и для ребенка 13 евро. Собор Парижской Богоматери. Шпиль восстановили, стал лучше, чем был. В декабре этого года собор будет открыт для службы церковной. И для туристов, естественно. Посмотрите, какого цвета вода в Сене. А к Олимпиаде обещают воду очистить так, что можно будет плавать без проблем для здоровья.
И мэр города Парижа, мадам Идельго, сказала, что она покажет пример и первый сделает заплыв. И Макрон, кстати, тоже обещал поплавать в Сене перед Олимпиадой. Ну, посмотрим, кто из них первый покажет пример. Вообще, обещаний таких было очень много. Скажем, в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века мэр города Парижа в те годы Жак Ширак тоже давал обещания, тоже говорил, что я буду плавать в Сене. Но так никогда и не поплавал. Квадратный двор Лувра. Наконец-то здесь закончены работы реставрационные. Но, как я вам уже сказала, музеи 1 мая закрыты, кроме частных музеев некоторых. И, естественно, Эйфелева башня. Эйфелева башня открыта 1 мая. Сейчас я вам еще покажу сады Пале-Рояль. И там расскажу, почему 1 мая французы дарят ландыши друг другу. Bonjour, vous allez bien? А здесь кафе закрыто 1 мая. Каждый год 1 мая французы дарят друг другу букетики ландышей с пожеланием счастья. С ландышем связано множество легенд. В давние времена кельты считали ландыш цветком счастья. Его цветение символизирует приход весны и изобилия. В средние века май – это месяц свадеб, и тогда на дверь возлюбленной привязывали букетик ландышей, символ чистоты. А в эпоху Возрождения во французской провинции была традиция дарить букетик ландышей, дабы изгнать трудности зимы. 1 мая 1560 года, проезжая через юго-восточные земли, король Карл IX получил в подарок букетик ландышей. Король был приятно удивлен и решил, что традиция достойная королевского двора, и каждый год 1 мая короли дарили придворным дамам ландыши. В 1941 году во время оккупации маршал Петен объявил 1 мая праздником труда и социального согласия, чтобы сплотить рабочих вокруг правительства Виши. И 1 мая становится праздничным днем. Тогда-то и заменили цветок шиповника, который был цветком протеста рабочих, на цветок ландыша. И по сей день ландыш – это цветок и дня трудящихся, и талисман счастья. Если вы дарите другу веточку ландыша с 13 колокольчиками, это значит, что вы желаете ему вечное блаженство. Всех поздравляю с праздником, всем удачи и до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!